прямой эфир. Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь Давай, кидайся. не мила. Не знаю даже, что говорить. Вот. Мы ехали по дороге, которая ведет... Мы ехали по дороге, которая ведет в Кехра и дальше на Содло, на Айгвидо. И я ехала, думала, скажу, что здесь офигенские места для грибников, и вообще все в Таллине ездят сюда грибы собирать, но оказалось, что очень много лесов вырублено, и это печальное зрелище, потому что леса очень красивые и интересные. Да, Лукаська, мы тут, да. А приехали мы сюда, потому что здесь было очень интересное кафе. Первое, наверное, хуторское кафе, или как сказать. Я не знаю, знаете ли вы о таком явлении, как Кодукох и Кутепе, вот это, когда районы устраивают свои домашние кофейни и предлагают блинчики, пирожки и чай из самовара. Но задолго до этого здесь было кафе. И, в принципе, я сейчас вам покажу. Пошли. Вот здесь. Пошли за мной. Хутор выглядит так. Открывается, там кто-то ходит. Я надеюсь, меня не выгонят. Очень красивый. Старинный хутор с дверью муховского узора. Интересно, если подойду поближе, меня выгонят или нет? Вот здесь вот. Такие вещи. Да, леса вырублены. И я не знаю, на меня смотрят. У меня произошел диалог с хозяевом этого кырца, этой хутора. Он спросил меня, что я делаю, и не разрешил снимать их лица и их голоса. Но разрешил снять дом и то место, кто это такой? То место, где будут происходить разные события. И сделать маленькую рекламу. Сейчас здесь новые хозяева, и они мне разрешили немножко поснимать их дом, их хутор. Это теперь их хутор, это теперь их новый дом. И он рассказывает, что через несколько месяцев здесь действительно тоже опять будут происходить разные события. И уже такого вот кафе, как здесь было раньше, здесь нет. Но кому интересна история Эстонии, кому интересна аутентичность таких мест, мне кажется, здесь очень понравится. Это бывшее место Раудоя Кырц, Раудоя харчевня, которую использовали и богатые, и бедные. И вот это посередине места, где я вам сказала, находится дверь с муховским узором. Это вот место вина, то есть где выпивали водку. Вот такое вот место. Так что, если вам нужны какие-то места для празднования интересных событий, можете сюда приехать. Сейчас вам покажу одно место, которое которое характеризует, наверное, всю эстонский отдых больше всего. Вот такое вот место. Наистепельдик. Я наистепельдик. Мы заехали в магазин Содло. Здесь маленькая кафешка. Я вам покажу, как это все выглядит. Ну вот, в принципе, такая деревушка, такой маленький участочек. Из большой Эстонии. Посмотрите. Вообще-то, скорее всего, на Кехра пойдет лес. Муж говорит, вывозят лес, большие
большие эти места, где все вырублено. Грибов уже нету. Нет, конечно, может, грибы есть, но мест для грибов практически нету. И вот так выглядит этот магазинчик. И кафешка. Вот такой в кафе вид внутри. Я тут подумала, как бывает тихо и спокойно в таких местах. Вдалеке от городской шумихи. Не знаю почему, но мне так нравится. В этом кафе просто офигительные бутерброды. Заехали в Кехра. Запах здесь, не знаю даже как сказать. И люди здесь живут. Иногда он доносится до Таллина. Но я не поэтому здесь остановилась. Я хотела вам показать здание вокзала. Вот оно сзади меня. Сейчас покажу по-другому. Оно интересное. Вот здание вокзала. Я думаю, оно 19 века и хорошо установленное. Поэтому я здесь остановилась, чтобы просто его посмотреть. Так, мы подъезжаем к мызе, который сейчас реставрируется. Здесь такое интересное место. Я прямо в предвкушении. Мы находимся сейчас на территории усадьбы Пиква мыс. Часть ее реставрирована, и там есть, предлагают места для проведения празднеств. Я потом покажу, как это выглядит и что они предлагают. Но мы заехали немножко в другую сторону. Здесь есть сама мыза, есть здание правительства, которое было еще до военных времен. А сейчас вы сзади видите здание Пиква Кабеля. Это часовня Пиква. И она в очень хорошем состоянии благодаря одному деятелю. Это деятель Мик Оров. Благодаря ему сохранили здание часовни, восстановили. И вы можете сейчас посмотреть, как она выглядит. А еще я прочитала, что здесь сохранены 3 печи, что очень интересно, потому что обычно они не сохраняются. И также есть потолочные рисунки. Рисунки, которые сохранились еще с 18-19 веков. И художники художественной академии помогли их восстановить. Это все можете увидеть. Я показываю территорию и здание, которое находится на этой территории. Пиква мыза. Я не знаю, это скорее всего и была мыза. Она вроде как восстанавливается, но, видимо, не совсем успешно. Здесь много разных зданий. Она этим и знаменита, что на ее территории осталось много подсобных помещений. Это неиспользуемая часть комплекса. Я быстренько вам все покажу. Не буду долго это рассказывать, потому что у меня заканчивается зарядка телефона, и ребенок уже тоже устал от этой поездки. Смотрите, какая прелесть. Это старая ваза. Может быть, даже фонтан, сохранившийся с древних времен. Ну, конечно, не совсем древних, но 18-19 век. Сейчас посмотрим, бетон это или известняк. Не могу определить. Немножко шелушится. Может быть, это и бетон. Да, скорее всего, это бетон.
но довольно старая находка. Вот так вот он. Да, это был фонтан, который принадлежал этой мызе. И вот здесь сзади еще здание сохранив. Это конюшня или таль, он сделан из гранитного камня, что не очень свойственно Эстонии, так как у нас этого гранитного камня нет. Мы не можем его добывать, и все, что пришло к нам, это пришло со времен последнего ледникового периода. И вот отсюда открывается шикарный вид на шикарный комплекс, где проводятся большие мероприятия. Они его очень красиво восстановили. Погода великолепная, светит солнце. И вот самое то здание, где проводят мероприятия. Это, конечно, для тех, кто хочет запоминающе отметить какое-то событие. Проезжая когда-то мимо этого здания, я была так удивлена, что вдалеке от главных трасс, от главных городов построили такой замечательный комплекс, такой шикарный, такой красивый. Внутри я не была, но я видела фотографии. Там можно справить мероприятие просто по-королевски. И, конечно, была моей мечтой там побывать хотя бы на каком-то празднике, не говоря уже о своем. Вот скажите, кто-то из вас бывал на мероприятии в этом здании? В области Аня, на территории бывшей Пиквамызы. Праздновал ли какое-то событие в своей жизни? Расскажите, пожалуйста, как вам понравилось тут? Мне очень хотелось бы знать. Если вы меня поддержите, я бы хотела бы больше уделять времени таким путешествиям. Сейчас это получилось таким наскоком по Европам. Я люблю путешествовать и хотела бы вам рассказывать об таких местах. Но у меня нет особого времени, чтобы это сделать действительно качественно. Так что, если вам интересно, подписывайтесь. Старые балки. Оставьте.